Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о системе обнаружения и предотвращения вторжения на примере продукта UserGate Next Generation Firewall, в составе которого есть модуль IDPS – Intrusion Detection and Prevention System. Итак, данный модуль служит для того, чтобы обнаруживать попытки эксплуатации уязвимости. Давайте посмотрим, как это работает. По традиции нарисуем упрощенную модель сети. Все как всегда, есть у нас интернет, есть у нас внутренняя сеть, есть у нас сегмент, назовем его DMZ, там находится наша инфраструктура, там находятся наши почтовые сервера, веб-приложения, какие-то внутренние сервисы и, соответственно, есть какое-то пограничное устройство. Пока что будем считать, что это любое неизвестное устройство и, собственно, как все это организовано. Есть у нас вот такие соединения. Что у нас делает злоумышленник? Злоумышленник из интернета пытается атаковать нашу инфраструктуру. В принципе, без разницы, что именно он хочет атаковать. Либо он пытается попасть в какое-нибудь приложение, которое находится в DMZ, либо он пытается атаковать конечные станции пользователей. Но все зависит от его целей и задач. Да? Либо он хочет украсть какие-то данные, либо хочет нарушить доступность к этим данным, например, зашифровать, либо еще какое-то злонамеренное действие. Злоумышленник для этого будет пользоваться уязвимостями в том обеспечении, которое находится внутри вашей инфраструктуры. Уязвимости есть абсолютно в любом прикладном программном обеспечении, и, собственно, злоумышленники этим пользуются. Задача злоумышленника — использовать эксплойт. Это вредоносный код в полезной нагрузке содержимого сетевого пакета, который, собственно, и эксплуатирует уязвимость программного обеспечения. Тем самым злоумышленник добивается своей задачи. Что же делать защитнику информации? Для этого, собственно, существует модуль IDPS, о котором мы с вами сегодня говорим, и достаточно вот сюда добавить этот самый модуль IDPS, который будет проверять все входящие соединения и искать в этих сетевых пакетах те самые вредоносные коды, которые, собственно, и реализуют эксплуатацию уязвимости. То есть, как только мы включаем систему обнаружения вторжения, ставим галочку, допустим, на устройстве UserGate Next Generation Firewall, то при обнаружении по сигнатурному методу вредоносного кода в сетевых пакетах данные пакеты будут заблокированы, они не попадут в конечную адрес назначения, они не попадут в инфраструктуру, и эксплуатация не пройдет. Соответственно, уязвимость не будет эксплуатирована. Это и есть основная задача модуля системы обнаружения и предотвращения вторжений. Теперь давайте посмотрим различные методы, как можно реализовывать защиту с помощью системы обнаружения и предотвращения вторжений. Соответственно, наша задача теперь контролировать все сетевые соединения снаружи вовнутрь, которые могут быть вредоносными, для того, чтобы, собственно, проверить, являются ли они вредоносными и проводится ли там попытка эксплуатации уязвимости. Соответственно, на пограничное устройство мы можем поставить систему предотвращения вторжений и, собственно, как уже было описано до этого, вредоносные соединения установлены не будут. Есть еще один вариант, достаточно популярный. Например, если мы не хотим ставить в разрыв, если мы хотим поставить устройство сбоку, допустим, перед входом в DMZ-зону, мы на роутере либо коммутаторе отправляем копию трафика на систему IDS, Intrusion Detection System, то есть это только обнаружение вторжения. И теперь, когда вредоносный трафик ходит сюда, в DMZ, то копия этого трафика отправляется в IDS, и там уже журналируется и сигнализируется события о том, что происходит попытка эксплуатации уязвимости. Тем самым получается то, что система обнаружения и предотвращения вторжений — это не замена межсетевому экрану следующего поколения, это скорее очень важное дополнение, которое может быть как и внутри самого межсетевого экрана нового поколения, так и дополнительным устройством, которое может находиться сбоку, находиться на обработке зеркального трафика, то есть копии трафика, и создавать журналы и отчеты уже непосредственно о событиях, о попытках эксплуатации уязвимости. Также немаловажным является наличие экспертизы в ваших продуктах безопасности, то есть конкретно откуда берутся сигнатуры для системы обнаружения и предотвращения вторжений.
Это самая важная часть данного продукта, потому что именно по сигнатурам и определяется, какие соединения являются безопасными, а какие потенциально опасными. В компании Usergate для этого существует центр мониторинга и реагирования. Там сидят специалисты, которые разрабатывают сигнатуры, которые, собственно, и ложатся в основу решающих правил для системы обнаружения и предотвращения вторжений. Благодаря этой экспертизе, благодаря их исследованиям, устройство Usergate в режиме как обнаружения вторжения, так и предотвращения работает на высоком достойном уровне, с хорошей производительностью и с высоким процентом обнаруживаемых атак. Подробнее о системе обнаружения и предотвращения атак от компании Usergate можно почитать на нашем сайте, ссылка находится в описании под видео. Также там находится чек-лист, как правильно настраивать систему обнаружения вторжения, чтобы она работала корректно и безопасно. На этом у меня все. До новых встреч!